Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые, дорогие подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад – внезапная новость, внезапные обстоятельства или внезапные события, которые повлияют на вас и заставят изменить ваши планы. Возможно, это то скрытое, то, что вы сейчас не видите, но вам обязательно нужно это услышать. Мы еще не знаем, о чем нам расскажут карты, а услышать именно нужно потому, чтобы просчитать, может быть, какую-то свою траекторию. Вот давайте с вами рассмотрим альтернативный вариант. И пусть это будут приятные неожиданности и правильные решения. Наш расклад подойдет одинаково как для моих любимых девочек, так и для мужчин. Перекладывайте, мужчины, просто на себя эту ситуацию и рассмотрим карты, выпавшие с позиции позитивной психологии и, конечно, здравого смысла. Кто вы? Где вы сейчас? Что с вами сейчас происходит? Перемены, мои дорогие, у кого-то из вас, может быть, так сложились обстоятельства уже, или вы это чувствуете, преддверие перемен, или вы получили какое-то известие, уже какую-то новость. Возможно, вы собираетесь куда-то переезжать. Для кого-то из вас, посмотрите, 13-й старший аркан. Вообще, два старших аркана говорят о том, что нам сегодня будут рассказывать судьбу, по крайней мере, человека, может быть, на ближайшие дни, или вот как будет что-то меняться. И я могу предположить, что вы уже где-то в этих переменах, но, возможно, вам уже сейчас, может быть, поэтому это как причина открыть это видео и посмотреть, вы что-то узнали или что-то изменилось вокруг вас, потому что старшие арканы. Тут не те перемены, которые, ну, может быть, и от вас что-то зависит, и вы уже, может быть, уже какой-то план свой исполняете, но вдруг прилетела новость, которая заставляет как раз эти планы корректировать. Вот есть здесь коррекция, потому что что-то нужно отпустить или как будто на что-то решиться. Так кто вы? Королева мечей. Мужчина, перекладывайте на себя. Может быть, это... Хотя для вас я могу допустить, что известие от женщины, от любимой девушки. Может быть, это и вы. Вот ведь это про образ Юдифи, когда тут что-то очень важное у вас решается. Мои дорогие девочки, тут правда что-то решается важное, причем это может быть не что-то одно или одна сфера жизни, а когда все вместе. И личная жизнь, может быть, и дом, и одновременно по работе, и деньги. Тут как будто нужно поступить совершенно не так, как вы это раньше предполагали. И надеяться приходится только на самую себя. Есть явно какое-то разочарование. Есть то, что, знаете, как-то вот были надежды на то, что обернется по-другому. И карта Верховная Жрица. Кому-то из вас сейчас приходится рассматривать именно тот вариант, который вы для себя, к примеру, считали запасным. Или когда вы, может быть, раньше где-то об этом думали, предполагали. Тут нам показан человек, который обладает очень хорошей интуицией. Но, может быть, даже если предположения, как интуитивные подсказки к вам приходили, но вы где-то отметали этот вариант, потому что, ну, надеялись на что-то другое или на какие-то другие обстоятельства. Вот здесь, знаете, может быть, планов было план А, план Б, план С. Попробовали и А, и Б, что-то не сработало или получили известие уже, или как обстоятельства. И теперь понимаете, вот нет, тут, похоже, нужно каким-то запасным вариантом. А что это такое? Вот что у вас сейчас происходит? Двойка пентаклей. Как будто пока... Но нам вот о вас что хотят сказать? Очень ресурсный человек. Смотрите, карта сила. Но тут ведь эта карта, когда мы вынуждены принимать какое-то важное решение. Причем тут вообще не до эмоций ни разу. Поэтому у нас, наверное, выпадает королева мечей. К примеру, мои дорогие мужчины, вы могли узнать о женщине, что у нее что-то в жизни, или у нее меняются планы, или какую-то информацию о ней. Хотя это точно так же может просто вот эти энергии, которые вам точно так же символичны. Но для кого-то из мужчин это будет даже страстная любовь, да, именно к тому человеку, с которым непростые отношения. Может быть, даже те отношения, которые где-то встали на паузу. И мы не говорим на сегодняшний день. Может быть, эта пауза была длительная, у кого-то короткая.
Может быть, она вами была инициирована, а может быть, это вот именно вашей возлюбленной или вот важной этой женщиной. Здесь как будто бы карта праздника, но праздник такой, знаете, как 50 на 50. Можно вроде как воспользоваться, а в то же время сидишь и думаешь, а надо ли тебе это? И вот это вот двойка пентаклей говорит, что вроде как и не хочется, да, вот этой какой-то двойственности. А получается по уму или по каким-то событиям, которые, ну, если мы так отстраненно, холодно посмотрим, что вот поступать только так, как я бы это предпочел или предпочла, это уже для всех. Так не получается. Тут какой-то альтернативный вариант, как будто приходится вот на этих двух стульях одновременно усиживать. Или как бы, ну, успевать перемещаться, да, между одним и вторым. Королева чаш. Для кого-то из вас могут быть и вопросы пары, конечно, безусловно. Королева чаш и король чаш. Для кого-то из вас, с учетом аркана колесница, здесь может быть какая-то важная поездка, переезд или какая-то дорога. Может быть, по делам, к примеру, да? Но тогда как будто, я не могу сказать, что страх, но как будто нужно что-то оставить. Может быть, переместиться на долгий период времени у кого-то, вот конкретно так проиграется, и как будто оставить, может быть, семью или ближайшее окружение, именно на какой-то период. Дальше будет видно. И вы пытаетесь себя на это сориентировать, организовать, и пока не можете что-то просчитать, не можете понять вообще, что из этого получится. Тут какой-то сложный вопрос. И сложен он именно потому, ух ты, еще и аркан императрицы. Очень ресурсный человек нам показан. Вы знаете, тут как высшие силы вам хотят передать, что все то, что у вас сейчас складывается, вы совершенно не случайно оказались в этой истории. Тут что-то развивалось какое-то время. И, скорее всего, какая-то история вас, ну, как натренировала вот на холодность суждения и вот эту аналитику. Для кого-то это будет именно пройденный какой-то очень сложный жизненный этап, когда вы уже, может быть, находились в предвкушении, ну вот, наконец, вот-вот какая-то история завершится. И что-то, скорее всего, оно и шло как уже на какой-то подъем, может быть, эмоциональный, может быть, материальный, или что-то начиналось уже складываться. И вот это либо новость, либо какое-то известие, либо обстоятельства, которые спутывают ваши планы, как будто все карты перемешали, и непонятно, где мои козыри, где то, что, ну вот точно мне не надо как будто этот путь избирать. Вот вы пытаетесь, может быть, для себя что-то просчитать, траекторию. Тут самое главное, не надо бояться. Время больше знать, чтобы меньше бояться, наверное, так. Может быть, и есть вот как ответственность, да, именно. Ответственность может быть у кого-то и за детей, или ответственность за семью, за дом. Все же это у нас как императрица, а это все то, что за спиной. Может быть, это вам действительно как будто стоит такой сложный выбор по отношениям, даже я такое могу предположить. Непонятно, как человек себя поведет, или непонятно, куда я, если собираюсь, или на работу даже, да, вот когда смена работы, нужно как будто что-то уже знакомое оставить неизбежно и переключиться на что-то другое. А справлюсь, не справлюсь. Но вы, конечно, справитесь, нам уже сразу как будто карты говорят. Но давайте мы все-таки узнаем, что скоро произойдет? Какая новость? Если вам где-то это подходит, то что-то непростое. Основное, наверное, значение – это вот именно те, можно сказать, перемены, события или новости, которые уже вы узнали, или обстоятельства, которые уже меняют ваши планы. Поэтому, скорее всего, человек открыл расклад. И есть то, что, ну, вот именно вам нужно сохранять, удерживать. А может быть, кто-то открыл этот расклад, потому что у вас сейчас как выбор такой сложный. А аркан колесницы – это ведь тоже выбор. И словно непонятно, как действовать, куда идти. Нет никаких гарантий. Вот вы можете такое чувствовать. И как будто я одна или один. Ладно, давайте будем узнавать по ходу карт, правда? Так что же скоро произойдет? Какая новость или какой поворот событий вас ожидает в ближайшее время? Выбор, мои дорогие.
аркан влюбленная. Выбор, причем тут выбор, который состоит из каких-то разрозненных, две пятерки, из разрозненной информации. Может быть, этой информации слишком много. Когда сегодня одно или утром одно, вечером другое. Кто-то из вас уже ждет какую-то новость или пытается искать вот именно более такую проверенную информацию. Для кого-то из вас сейчас ситуация, когда нужно, с одной стороны, мне нужно действовать, а с другой стороны, непонятно как. Не могу как будто точку отчета вот именно для себя найти. Для кого-то из вас вот этот выбор, как будто с одной стороны, это что-то вам кажется ненадежным, с другой стороны, вам вроде как нужно действовать, потому что заставляют финансы, мои дорогие. Аркан мир. А ведь правда, аркан мир иногда может свидетельствовать о том, что куда-то перемещаться нужно. Все-таки это пространство. Для кого-то из вас это может быть даже работа в интернет, мои дорогие. Вот это да. 3 старших аркана. Вот две пятерки, мы говорим, пятерка недостаток. Вот если по пятерке жезлов, то это всегда либо персона, которая в любой момент может изменить свои планы. Или это тот человек, который в любой момент сначала пообещал, а потом раз тебе и свернул куда-то. Поди поищи, куда он там делся. А по пятерке пентаклей это недостаток взаимопонимания и все же недостаток финансовый. У кого-то из вас вот что происходит, какой-то очень сложный выбор. И вроде как, это знаете, как находиться при каких-то обстоятельствах, на которые ты, ну, ни разу не влияешь. И ты ищешь вот эту точку сборки или точку опоры, и ты пока не видишь. Вот пока как будто не видно. И наоборот, тут с одной стороны и хочется надеяться, да, на мир, но мы все ждем мира, правда, и пусть он воцарится. Но тут даже я могу предположить, как будто и как границ нет. Можно, да, по аркану мир что-то осуществить. Даже как бы возможность какая-то есть. Но рядом карта башня. Это потребует от нас какой-то очень масштабной трансформации. Какая новость или какой поворот событий? Да как по судьбе. Аркан Иерофант, кто-то... Это та новость, которую, может быть, даже в средствах массовой информации мы получаем из официальных источников. Или это может быть как на работе, да, вы что-то узнали о том, что у вас там тоже, может быть, намечаются перемены. Или меняется руководитель. Здесь именно что-то идет не от вас зависящее. И вот, скорее всего, эта новость вас заставляет, может быть, опять же, четверка пентаклей, либо искать лучший путь. И одновременно хочется что-то сохранить. И для кого-то из вас это может быть как, да, как будто нужно отправляться, потому что по аркану повешенной здесь вот что-то не получается. Или как не срастается. Или как будто блокируется опять же, да. Но карта вот и говорит, вот это как раз четверка пентаклей и старший аркан повешенный, и будет говорить, что для кого-то, может быть, даже страх, что я вот именно здесь не смогу что-то осуществить. Или когда пусть по работе, да, все же пентаклевая карта, что здесь не будет какого-то дохода, прихода денег. Или когда, ну, может быть, что-то меняется на работе, вы понимаете, что вам предложили, предположим, что-то, а из того, что предложили, ну, какой-то мизер, какой-то минимум. Это явный недостаток. Наперед вы остаетесь как будто один на один с тысячью неопределенности, потому что две пентаклевые карты, и с каким-то очень маленьким доходом, потому что по четверке пентаклей, ну, с учетом уже всего, я могу судить, что именно не устроит финансовое, может быть, вознаграждение. И вот у вас получается такая новость приходит, которая вас буквально заставляет рассматривать какие-то иные варианты. Что это за новость? И вот снова у нас четверка чаш. Ну, как-то очень расплывчато, на мой взгляд. Давайте мы спросим конкретно. Хорошо. И я так и не поняла. Здесь как будто пауза, да? Вот я, по крайней мере, допускаю, что пусть это будет пауза в несколько дней, пусть какую-то неделю даже, да? Но тут как будто
Мы можем, конечно, говорить, что как по судьбе вам дает время, ну, пространство, будем говорить, Вселенная, высшие силы, вам хотят сказать, что у тебя есть маневр. Вот, может быть, в несколько дней. Несколько дней, чтобы ты вот с чем-то определилась или определился. Но все же, а что будет происходить? Вот хотя бы понимать, так а что же там случится-то, елки-палки, так и хочется сказать. Потому что тут какая-то интрига. Отшельник. Вы можете чувствовать, что я как будто сам по себе. Все-таки я тут вижу, знаете, а ведь правда для кого-то из вас ситуация, когда вы боитесь лишиться какой-то возможности. Что если я сейчас вот не... Вы можете чувствовать, что, может быть, какое-то время вы уже как прошли определенный путь. Или предыдущий период жизни вас научил именно больше для себя самой или самого, ну, как и рассчитывать на себя, или какой-то свой путь. Ну, вот именно нужно что-то пройти какую-то преграду, или когда вот именно самому или самой что-то сделать. Никто не приходит на помощь. Нам здесь вообще, мои дорогие, какую-то сложную судьбу показывают, ну, правда? И как будто вот с учетом аркана Иерофант, пока-то вот это все не закончилось. И на кону ты вот именно как пространство какое-то безопасное, словно путь в безопасное пространство, и одновременно вопрос денежный, мои дорогие. Что это такое, что случится? Ну вот теперь, может быть, карты нам отчасти говорят по 8 жезлов, что вообще-то карта доброй трансформации. Поэтому для кого-то из вас я бы сказала так. Оттолкнемся все-таки от моей предыдущей фразы, потому что у нас карты такие выпали. Вы точно будете иметь несколько дней на маневр. Или что-то просчитать, или что-то обдумать. Но вот единственное, мне непонятно все же, а что же концепция чего, мои дорогие? Сейчас я достану, у меня есть оракул Сибила. Он, правда, такой неожиданный. Не менялась, кстати, колода. То есть те значения, вот, которые они прописаны, они созданы были много лет тому назад. И переложим на нашу современность. Что же это за ситуация такая? Потому что все равно хоть какую-то концепцию хочется увидеть. С чем это связано? С чем это связано или с кем? Ага. Это такая карта вора. Это правда может быть для кого-то из вас неожиданное сообщение от человека. И может быть это не именно даже человека касается, а каких-то обстоятельств. Появление внезапного какого-то известия или информации. И вы понимаете, что вам, как будто, может быть, и вы можете оказаться, или у вас есть риск, как будто оказаться, ну, как неудел, или оказаться в каком-то сложном положении. Возможно, вы сейчас, или где-то вы находились, как период ограничений, или в ненадежном месте, когда вы не чувствуете в себе ни уверенности, ни того, что кто-то может прийти даже на помощь. У кого-то из вас нерешенный вопрос по части жилья, который больше вопросов, чем ответов вам дает. Карта услуга и слово служанка. Давайте достану еще одну карту. У кого-то могла сложиться ситуация, вот одновременно нам ведь еще по сигнификации показывали, правда? Мы говорили, что там у нас пара была. Или кто-то вот из, может быть, близких людей. А я тут вижу, знаете, как сложилась ситуация, что, может быть, она и связана с конкретным человеком, место пребывания. Когда, к примеру, а у нас там был аркан колесница, помним, да? Вы могли куда-то собираться в поездку, но, скорее всего, эта поездка или какая-то встреча, или ваш план – он был нарушен именно из-за того, что вы получили новость либо от человека, либо эта новость, она была связана с какими-то внешними событиями. И, может быть, с учетом этих событий человек как-то так себя повел, что вы понимаете, что
Ну вот надеяться на него я никак не могу. Как вам, может быть, предложили что-то такое, да, когда вы понимаете, это я словно как в услуге какой-то, или это я словно служанка в этой любви. Вот я, кстати, такого не исключаю. А почему это сложилось? Вы кому-то не верите, ученые. Тут как будто нужно найти информацию, да? Информацию по той ситуации, которая для вас вызвала паузу. Есть тут аркан друг. А ведь и правда карта отчаяния. Ну, давайте будем воспринимать реально то, что изображено, как я говорила. А ведь правда, тут как будто выбор очень сложный. Либо вообще, в принципе, если переложить на то, чего хотите вы этого выбора тут не видите ни в ком абсолютно. Да, вы видите только предательство, увы. Может быть, поэтому и сложная карта. Возможно, мне надо было сразу оракул Сибила выложить. Но уже когда я разложила эти карты, я понимаю, что тут что-то запутанное. Так вот, первый аркан у нас вор, да? Мы много раскрыли, и поэтому я могу допустить, что у кого-то, ну, правда, была нечестность, некрасивая ситуация, у кого-то предательство, а у кого-то это даже, пусть это было связано с работой, может быть и правда, невыплаченные суммы, да, все-таки два аркана, когда и услуга, и служанка у нас тут выпадали. А в итоге получалось, что, или получилось, что мы чем-то занимались, мы что-то делали, мы, может быть, и развивали проект по работе, или это были отношения. А потом произошел вот этот обман. И этот не просто обман, когда так отмахнулся и сказал, ай, и пошло оно лесом. И сам пошел в другую сторону. Нет, тут вот эту ситуацию как будто еще пережить, переболеть нужно. Того, кого считали другом, это получается очень продуманный человек, как минимум. А то и в любом случае какие-то были предпосылки, когда, ну, все равно. Теперь уже веры этому человеку точно нет. Поэтому у вас и карты-то выпадают. Вроде как и выбор есть, да, и ведь карты влюбленная очень добрая карта. Но дальше у нас идет Иерофант, Отшельник. И здесь такие карты, которые говорят, что человек сам пытается преодолевать какие-то сложные условия, сложные обстоятельства. Может быть, когда еще и расстояние преодолевать, а вокруг словно башня. Какой поворот событий вас ожидает? Вот исходя уже из того, что мы с вами посмотрели, какой поворот событий вас ожидает, к чему приготовиться. Какую-то неожиданную информацию вы скоро получите. Причем вы получите не только одну какую-то новость. Скорее всего, этих новостей будет как минимум 2, а то и 3. С одной стороны, вот вы можете получить одну информацию, которая будет свидетельствовать, что нужно делать так. А потом следом что-то противоречивое, совершенно может быть противоположное, когда наоборот что-то нужно переиграть. И, возможно, вам придется вот это как два направления соединить, что-то выбрать. Поворот событий может быть таков, что я не исключаю, что вообще какой-то ворох информации, которая исходит даже, или может быть даже противоречие, то, как видите вы, и одновременно это может быть с какой-то официальной информацией связано. Вам самим как будто вот больше официальных, да, как, или официального подхода, или вам нужно ориентироваться вот как на организацию, на какой-то порядок, или на конкретное. Вы сами словно ищете это место стабильности, вот для кого-то так может проиграться, или надежного человека, на которого вы можете как отпереться для того, чтобы словно какую-то историю либо завершить, либо вам нужно оттолкнуться. Для того, чтобы вот как по страшному суду, это ведь карта выздоровления, избавления от боли. Но обратите внимание, как будто девушка, да, она вот была в какой-то очень сложной ситуации. Очень примечательно, что 8 жезлов, ведь это тоже карта неожиданное известие. Это когда буквально или пакет мы какой-то получили, и нам нужно действовать сейчас, а не когда-то там потом. Или это когда 1000 дорог сходятся в одной точке. Поэтому у кого-то и одна, и вторая, и третья информация вас подводит к какому-то итогу. И для вас вот именно вот как будто всплывает, да, нужно вот, может быть, даже словно от этого дна оттолкнуться, чтобы вот как путь наверх, вот эта лестница наверх.
да. Но лестница, она такая более визуализируемая, а здесь мы словно живем по интуиции. Может быть, поэтому вы смотрите расклад. Давайте узнаем, к чему все идет в ближайшее время, в ближайшие дни. Что же тут прояснится, карта сила? Прояснится, мои дорогие, это точно. Какой-то, вот знаете, как новый путь у вас будет, это факт. Вы стоите на пороге очень судьбоносных событий. Вот это да. Тут можно уже сразу завершать расклад. Вот, наверное, насколько были велики ваши проблемы, да, настолько огромное будет ваше счастье. Но это не происходит само по себе. Может быть, вы проходите вот такой сложный экзамен жизни, обратите внимание. Я больше уже даже не буду в нашем раскладе доставать дополнительные карты. Так получилось. 5 карт и все старшие арканы. И вы знаете, что этот расклад я делала сложно, даже на 2 колодах, потому что я говорила, путаница. Аркан силы – это время вашей силы, это время вашей ресурсности. Да, договариваться придется, всегда говорит эта карта. Что-то не будет, вот знаете, как ровное шоссе. А вот это какой-то извилистый вот такой путь, который где-то нам, может быть, и приходится еще петлять. Не случайно в карте половина лица девушки, как львиная грива. Это всегда наше эго. Мы хотим вот именно по-своему. Или то, как по нашему мнению, наиболее правильно. Но обстоятельства вынуждают нас договариваться. Нулевой аркан. Это как перевернуть. Знаете, представьте себе, что вы сидели, вот как автор, писали книгу. И пусть даже какая-то глава, она была вами задумана в одном каком-то контексте, но дойдя до определенной точки или для определенного события, вы понимаете, что вы дальше не видите. Вот что тут еще можно написать? Как будто жизнь прожита вот этими героями, которых вы описывали. Быть может, это вот герой, это вы сами о себе писали, да? Но я так аллегории говорю. Вы понимаете, что а здесь больше ничего не напишешь. Здесь пусть оно условно прерывается и какое-то многоточие остается. Но вот именно эту страницу нужно перелистнуть и начать писать новую главу, нулевой аркан. И дальше, вы слышите часто в моих раскладах, есть 2 карты, которые именно говорят о выборе правильного направления. Карта Солнца и карта Звезда. Поверьте, ну и кто смотрит расклады мои часто, эти карты вместе, даже в одном раскладе редко выпадают. Ну, будем говорить, они не всегда выпадают вообще в раскладах, а здесь в одну линию, мои дорогие. Почему я говорю очень судьбоносный расклад? Так вот, карта Солнца, выбора правильного направления 6-8 месяцев. Но из этих 6-8 месяцев в вашей предстоящей жизни будет складываться какая-то дистанция лет на 10-20. Вот представляете, какую вам подсказку дают карты? Тут действительно это нужно было услышать кому-то и важно знать, потому что вы сейчас, вот как на этом сложном выборе, который я описала. Последняя карта, карта мага. У вас все получится. Да, это не про магию, мои дорогие. Это карта того человека, который где-то сам, вот, наверное, готов, если это необходимо, искать какой-то средний арифметический вариант, дабы чего-то не упустить. Он готов на то, что он может столкнуться даже с теми людьми, которые тоже отчасти ненадежные, но тем не менее у него словно выбора большого нет. Здесь тоже иногда карта мага – это первый аркан, как начало-начал, да, нулевой и первый. Это, знаете, как энергия. Это и творчество, это самообладание, но одновременно это и умение, и ловкость. Вот такие качества вам от вас потребуются. А может быть, так будут складываться обстоятельства, что вы словно должны, как рождение мага. Магами не рождаются, а ими становятся. Вот вам, пройдя такой путь, для вас вообще не будет ничего невозможного. Вы становитесь, знаете, не просто очень ресурсным человеком, нам вас уже показывали, потому что у нас выпадало очень серьезные арканы в самом начале. И тут как будто вы будете
понимаете, обладать определенным магнетизмом. Может быть, вы столкнетесь с такими обстоятельствами, когда вам словно что-то идет в руки. Пусть оно не на 100% то, чего вы хотели, но умея как будто зацепиться за что-то малое, а потом развить это для себя во множественные плюсы, вы меняете совершенно концепцию вашей жизни и, что немаловажно, вашего качества жизни. Я могу сказать, что последующие 6-8 месяцев у вас будет наступать ясность. Это как дорога к солнцу, дорога к свету. Но это только начальный этап. Но следом за ним, посмотрите, как изменится ваша жизнь. Так тут вообще все меняется. И я могу предположить, иногда аркан-звезда действительно будет говорить о далеком переезде. У каждого здесь какая-то своя история. У кого-то это будет говорить о популярности. Сияйте, как звезда. Вот такой удивительный расклад, мои дорогие. Что вам важно было услышать? И вот та, может быть, новость, да, или то, что вы не видели, потому что вам сейчас именно сложно из-за того, что тысяча неопределенностей. Вот вы как будто сами по себе, а вокруг вас постоянная либо турбулентность, имеется в виду внешние обстоятельства, так и, может быть, вы вынуждены были долгое время именно и держаться, еще и плюс мера ответственности у кого-то была такова, что от вас зависели многие другие. Но вы знаете, вот, наверное, тут действительно огромные победы вас ожидают. Это как высшие силы вам хотят сказать, что ты просто пока не видишь. Но главное твое событие, оно у тебя впереди. Причем ты поймешь, зачем тебе пришлось пройти этот очень сложный путь. И это время будет у вас вот ближайшие 6-8 месяцев. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю вас за помощь, поддержку моего творчества. Мне очень приятно это. Спасибо, что вы мне пишете добрейшие комментарии, рассказываете о своей жизни. Для меня это все очень важно. Не всегда отвечаю, потому что не хватает времени. Надеюсь на понимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте статьи на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.